Путин хочет смены власти в Украине, десятки огневых позиций на набережных Крыма, а также обострение в отношениях Грузии и США. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Диагноз военного преступника. В Киеве ответили на мечты Путина о капитуляции Украины. Кто и с кем может говорить о завершении войны в Украине? Он неадекватен в классическом смысле этого слова. Плевок в адрес стратегического партнера. Пентагон решил отменить совместные военные учения с Грузией из-за обвинений в попытке устроить госпереворот. Кто стоит за конфликтом? В Грузии проблемы с демократией. Грузия движется в пророссийском направлении. Огневые и оборонительные позиции на набережных Крыма. Почему их количество стремительно растет? Готовы ли оккупанты к украинскому десанту? И как российские туристы сдают позиции путинской армии? Выглядит, собственно, сама набережная. Отголоски нашего времени. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Путину необходимо окончательное завершение войны для полной капитуляции Украины. К такому выводу приходят аналитики Американского института изучения войны, анализируя встречу Путина с венгерским премьер-министром Орбаном. В Институте изучения войны считают, что все заявления и требования Путина сводятся к полному уничтожению украинской государственности и идентичности. Путин хочет, чтобы значительная часть украинских территорий попала под оккупацию РФ, а украинские военные капитулировали перед началом любых переговоров по завершению войны. Напомню, что Путин уже несколько раз лишь за последний месяц говорил, что ВСУ должны выйти из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые РФ считает своими. Путин уже давно призывает к демилитаризации Украины, чтобы Украина отказалась от своей способности противостоять российской агрессии, чтобы Путин мог свободно навязывать Украине свою волю. Он почти наверняка использовал бы капитуляцию Украины для достижения другой своей цели – свержения демократически избранного правительства Украины и замены его пророссийским правительством и политической системой по своему вкусу. В Киеве отреагировали на заявление российского диктатора и назвали его неадекватом. О том, что переговоры с Москвой лишены всякого смысла, дал понять представитель украинского офиса президента Михаил Подоляк. Он же говорит, что Путин не отдает себе отчет в том, что сейчас происходит в мире. Он неадекватен в классическом смысле этого слова. Он не владеет объективной информацией, он не делает надлежащие выводы, он, соответственно, не способен к осмыслению или к переосмыслению того, что сделано и то, что нужно сделать. Это, к сожалению, большая проблема, прежде всего, понятная для России. В принципе, это неплохая проблема для России. То есть, имея такого лидера, Россия действительно придет к концу своей собственной истории. Это несомненно. Более разрушительного президента или лидера для страны, такого типа, как Россия, с ее амбициями, конечно, придумать нельзя было. То есть несопоставим масштаб, конечно, личности Путина и тем задачам, которые стоят перед глобальными державами. И это неплохо. Вот этот сам факт неплохо, потому что Россия всегда это страна со скрытым комплексом ненависти по отношению к современной цивилизации. То есть, соответственно, говорить о том, что Путин может надлежащим образом оценить все те трагедийные моменты, которые сегодня переживает мир, конечно же, не стоит. И вообще рассчитывать на то, что с ним можно рационально о чем-то говорить, это нонсенс. В офисе президента Украины также считают, что Путин хочет сесть за стол переговоров для того, чтобы не понести никакой ответственности за полномасштабное вторжение РФ и убийство украинцев. Напомню, буквально на прошлой неделе Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, признавшую действия РФ геноцидом украинского народа. После этого события Россия заявила о приостановке своего членства в ОБСЕ. И еще одна страна претендует на роль посредника по достижению мира и завершения войны в Украине. Это Турция. В Анкаре накануне заявили, что сейчас необходимо создать платформу мира. Мы считаем, что для прекращения войны в Украине усилия, направленные на достижение прочного мира, должны распространяться на более широкую сферу деятельности. Необходимо создать мирную платформу, которая предотвратит углубление поляризации с высоким уровнем участия и представительства и уделением приоритетного внимания дипломатии. Вопрос о мирных переговорах между РФ и Украиной собирается поднять и Болгария, однако сделает это на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет выступать в качестве посредника. Что может быть лучше этого?
И это то, что я буду предлагать. Нет никаких проблем. Лучше ничего не будет. Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению. Путинское войско готовится к высадке украинского десанта в Крыму и к боям в прибрежной зоне. О том, что вдоль побережья увеличивается количество оборонительных сооружений, пишет партизанское движение «Атеж». В частности, во многих городах полуострова, просто на центральных набережных, россияне соорудили себе сотни огневых позиций. «Атеж» также сообщает, что среди российских военных сейчас активно обсуждается формирование спецподразделений украинских войск для осеннего прорыва в сторону Крыма, для дальнейшего перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении. Интересно, что российские туристы, не стесняясь, сейчас сдают многие позиции ВС РФ. Благодаря большому количеству видео можно посмотреть, где, как и какими средствами РФ готовится ко встрече украинского десанта или же для отражения атак с моря. У нас выглядит, собственно, сама набережная, отголоски нашего времени. США отказались проводить ранее запланированные военные учения с Грузией и заявили о пересмотре двусторонних отношений. Судя по заявлению Пентагона, учения, которые должны были пройти с 25 июля по 6 августа этого года, теперь отменены на неопределенный срок. В Вашингтоне заявили, что этот шаг связан с сложными обвинениями со стороны грузинского правительства. Решение отложить эту итерацию программы Noble Partner связано с сложными обвинениями правительства Грузии в адрес Соединенных Штатов и других западных организаций в цели заставить Грузию открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также относительно якобы участия в двух попытках государственного переворота против правящей партии. В Грузии, кстати, уже отреагировали на заявление США и говорят, что сожалеют об отмене этих учений. Что же означают такие действия Пентагона и Грузии и насколько серьезна ситуация? Об этом мы решили поговорить с бывшим министром обороны Грузии Дмитрием Шашкиным. Многие не знают, многие не помнят, но в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию и стояла в 40 километрах от Тбилиси, ее войска стояли, по приказу Джорджа W. Буша была начата миротворческая операция, которой командовал глава Пентагона, министр обороны Гейтс. Это та страна, которая является гарантом безопасности Грузии вместе с НАТО и вместе с Турцией, и которая, как я еще раз сказал, сыграла ключевую роль в отражении российской агрессии в 2008 году. Теперь наш стратегический партнер этим решением о переносе совместных учений прямо указывает, что в Грузии проблемы с демократией, Грузия движется в пророссийском направлении, и правительство Грузии является пророссийским. Это с одной стороны. Так что те, кто имеет уши, услышат, кто имеет глаза, те это видят. Но это одна сторона. Теперь вторая сторона. Если наш стратегический партнер считает, что этим решением Бедзина Иванишвили, российский олигарх, его марионеточное правительство грузинской мечты изменит свой курс, то это глубокое заблуждение. Этих людей не интересует ни безопасность Грузии, ни безопасность региона, ни будущее грузинского народа, ни будущее нашей страны. Во Франции 7 июля стартует второй тур досрочных парламентских выборов. В стране очень активно обсуждают возможную победу ультраправых. Премьер-министр страны Габриэль Атталь даже обратился к французам с призывом не допустить того, чтобы победу получила партия Марин Ле Пен и Жордана Бардella. BBC пишет, что если ультраправым удастся получить в национальном собрании больше половины мест, а это 289 мандатов, то они смогут сформировать правительство. Кроме того, авторы издания уточняют, что против Ле Пен единым фронтом выступили сразу все политические силы из левой части спектра французской политики. В случае своей победы левая коалиция обещает первым делом отменить недавнее повышение в стране пенсионного возраста и снизить его еще больше. Я обеспокоен усилением ультраправых и их результатами на выборах. Однако я действительно не могу понять, кто получит большинство голосов на этих выборах. Поэтому я обеспокоен институциональной блокадой, которая может возникнуть.
Эмигранты, проживающие в Грузии, в том числе россияне, которые массово бежали в эту страну после начала частичной мобилизации, собираются покинуть Грузию. Им небезопасно, и выехать из страны они планируют уже до парламентских выборов, которые пройдут в стране в октябре этого года. О таких настроениях пишет издание Deutsche Welle. Авторы материала утверждают, что выборы могут стать кульминацией политического кризиса. Многие приезжие живут на птичьих правах, без ВНЖ и работают в организациях, которые, согласно недавно принятому закону, теперь являются иноагентами. Помимо этого, участники ЛГБТ-сообщества тоже чувствуют себя неуютно, так как скоро в стране может быть принят так называемый закон о семейных ценностях, который считают гомофобным. Детальнее о настроениях в Грузии мы также поговорили с бывшим министром в правительстве Грузии Дмитрием Шашкиным. Грузинская мечта очень успешно сотрудничает с ФСБ России и огромные проблемы создает любым россиянам, которые уехали из страны из-за конфликта с режимом. Огромное количество случаев, когда не запускали их в страну или выдворяли их из страны и так далее. Так что это факт. Факт то, что ФСБ и Министерство безопасности Грузии сотрудничают, и для этих людей, конечно, здесь безопасности нет. Поэтому потихоньку, да, они как бы так, их не видно, потому что они в своих кругах крутятся. И со второй стороны, со второй точки зрения, многие из них переехали в другие страны и так далее. Туристов много. Их заменяют туристы, которые приезжают из Российской Федерации. Это же одна из проблем, почему Грузия необходима так России. Для того, чтобы показать своим гражданам, что, посмотрите, Грузия прозападная страна, но мы туда ездим, там все нормально, и нам там рады. Это же культивирует российская пропаганда. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Поэтому постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или же становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.